в предыдущей серии. Для того, чтобы построить вот такую буханку из будущего, был куплен донор, от которого нам нужна только платформа со всеми агрегатами. Поэтому весь кузов мы срезали и получили вот это. Об этом и была предыдущая серия. А в этой серии мы сделаем каркас, и проект уже начнет обретать очертания. Приятного просмотра. Основной силовой каркас будет делаться из металлопрофиля. Его мы и нарезаем в нужный размер. Ну как в нужный? Учитывая, что все будет переделываться по пару раз в процессе, то нарезаем его в какой-то размер. Для того, чтобы у нас не получилось теплица на колесах, борта надо сделать немного овальными, что определенно пойдет на плюс общему виду. И в целом машина будет похожа на машину. Как вы поняли, трубогиба у нас пока что нет, но есть русская смекалка. При помощи гидравлики и двух опор делаем изогнутый профиль. Как вы видите, схема сработала, и все элементы абсолютно одинаковые. Это и будут наши стойки. Теперь из стоек нужно сделать борт. Для этого нарезаем вот такие треугольники или пирамиды, как вам угодно. С их помощью мы сделаем закругление. Совсем немного терпения, и вы поймете, о чем это я. После того, как треугольник занял свое место, отмечаем форму при помощи шаблона и отрезаем по линии. Таким образом и делаем скругление прямоугольного профиля. Для того, чтобы все было по фэншую, надо закрыть торец, штангель-циркуль, лист металла и 20 минут работы. В итоге мы имеем вот такую конструкцию, которую надо выставить по уровню и фиксировать уже непосредственно к платформе. Для этого зачищаем раму нашего донора, поскольку к ней мы и будем приваривать каркас.
Следующим этапом при помощи лазерного уровня выставляем основание борта. Наверное, этот элемент можно назвать порогом. И привариваем его. Точно такую же процедуру делаем с другой стороны, и наши пороги выглядят вот так. Когда у нас уже есть идеально выставленные в плане симметрии и уровня пороги, можно накидывать рамку борта, чем и занят Андрей. Делаем контрольные замеры, и в итоге все действительно сошлось идеально. Слава лазерному уровню и немного Андрею. Кстати, как позже выяснилось, Андрей построил уже не одну кибертачку. Правда, раньше он этим занимался не в гараже, а за компом, а именно в кроссауте. Киберпанк будущее окутало кроссаут. Это крутой онлайн-экшен, в котором ты сможешь собрать боевой спорткар из сотен деталей. Могущественный синдикат захватил город, уничтожая врагов среди небоскребов, деловых центров и монорельсовых дорог, чтобы вернуть контроль над мегаполисом. Получай новые детали и оружие в битвах. Теперь в Кросаут есть Кайдзю, мощная сверхсовременная пушка. Улучшай свою тачку и побеждай других игроков. Устраивай рейды на боссов и зарабатывай репутацию у могущественных фракций, чтобы открывать доступ к передовым технологиям. Продавай ненужные детали другим игрокам на черном рынке и покупай новые модули для машин, генераторы невидимости, ховеры, радары, ускорители и многое другое. Участвуй в клановых войнах или соревнуйся в гонках. Покажи свое мастерство на самых безумных трассах города. Качай Кросаут бесплатно по ссылке в описании и получай кибербонусы. А мы продолжаем. Теперь можно соединять две рамки бортов между собой. Поскольку крыша будет полностью панорамная, перемычек сверху делаем по минимуму. Их мы также сделали немного изогнутыми, для того чтобы придать объем крыши. Но об этом в другой серии. Андрей, широкую на широкую делайте. Когда мы имеем уже четкие границы кузова, пора ставить колеса. Для того, чтобы сделать арки и в целом получить готовый контур по всему периметру. Как я и говорил, вся машина строится вокруг колес, так как 3D-модели этого проекта не существует. А единственный точный размер, который мы смогли высчитать, так это размер колес. И отталкиваясь от них, мы и проектируем габариты кузова. В итоге мы взяли 22-е двусоставные колеса. Кстати, в большинстве шиномонтажей мастера отказались их обувать. Но нашлись ребята, которые не верят в невыполнимые задачи и сделали это за 15 минут. В итоге мы имеем вот такие тапочки, которые в дальнейшем мы будем дорабатывать, и выглядеть они будут совершенно по-другому, но это уже другая история. А пока накидываем их. Конечно же, на штатную ступицу эти колеса не подходят, от слова никак, поэтому мы отправились к секретному мастеру для изготовления проставок. Это временное решение, в дальнейшем все будет переделано, но для того, чтобы сейчас заниматься кузовом, нам необходимо поставить колеса на свои места. В роли проставки будет служить старая труба подходящего диаметра. Отрезаем насколько можно ровно, а затем доводим на токарном станке. Следующим этапом берем вот такие блины, которые были заказаны заранее, и ввариваем их в трубу при помощи вот такой нехитрой приспособы, которая очень облегчает процесс позиционирования. Вставляем и понимаем, что кто-то ошибся с размерами, и мы имеем зазор в 5 мм по всему периметру. После чего снова отправляемся к секретному мастеру, чтобы выяснить, как это так. Оказалось, что заготовки долго лежали на солнце, и они усохлись. По крайней мере, так сказал токарь. Но чтобы решить эту проблему, он дал нам жменю наностержней, которые нивелируют усыхание металла, по его словам. На этом и договорились. Как вы поняли, это проставка-переходник. Именно поэтому с одной стороны у нас разболтовка, которая подходит к дискам, а с другой подходящая к ступице.
И спустя день работы и жменю наностержней мы имеем 4 такие проставки, которые надо еще умудриться поставить на место. Кстати, раз вы смотрите этот ролик, значит вам интересна постройка буханки. Так вот, наши коллеги на канале Машинаторы начали похожий проект. Они строят вот такую буханку. Недавно вышла первая серия. Ссылку оставлю в описании и лично от себя рекомендую их канал, поскольку сам смотрю его с удовольствием и подчеркиваю много полезного в их контенте. Ну крутите барабан. В итоге все сработало, как и задумывалось. Все довольны, особенно продавец колес, которые мы могли бы вернуть, если они не подойдут. Так и договаривались. Итак, колеса нужного размера и с нужным вылетом стоят на месте. Теперь можно заниматься колесными арками и быть уверенным, что их не придется переделывать. Хотя в таком деле никогда нельзя быть в этом уверенным. Полагаясь на предыдущий опыт, когда мы гнули стойки и получили отличный результат, решили арки также выгнуть самостоятельно. Отрезаем профиль нужного сечения и при помощи вот такой приспособы пытаемся гнуть арку. В общем, день работы, куча испорченного профиля, и мы оказываемся в мастерской, где этим занимаются профессионально и давно. 15 минут, и мы имеем вот такие кольца, которые при легком взмахе болгарки превращаются в арки. На следующий день мы решили выкатить машину на улицу, для того, чтобы посмотреть на пропорции и масштаб на открытой местности, поскольку в мастерской сложно объективно оценить масштаб. Да, пропорция пока что выглядит немного странно, но это из-за того, что контур, то есть профиль по всему периметру, тонкий. В дальнейшем он будет в 2,5 раза шире, и все заиграет. По крайней мере, мы так рассчитываем. По задумке лобовое стекло будет полностью панорамным, до пола, поэтому перегородку, которую вы видите, мы уберем в дальнейшем. Она нужна была для позиционирования двух бортов, а тут наглядно видно, что борт имеет немного изогнутую форму, о чем я и говорил ранее. И как вы видите, все стойки имеют идеально одинаковую форму, что очень важно для работы в дальнейшем. Следующим этапом мы будем заниматься дверями. Для того, чтобы в открытом состоянии дверей ширина контура была такая, как задумано по проекту, надо приварить профиль по всему периметру. Как раз эта ширина и будет соответствовать ширине декоративной накладки. И при открытой двери все будет выглядеть как по заводу. Напоминаю, что автором концепта является Артем Смирнов. Действительно крутой дизайнер, вот его инстаграм. А также напоминаю, что такие проекты становятся реальными только при вашей поддержке. Вы здорово помогаете в продвижении. Огромное вам спасибо. А ваш лайк и длинный коммент точно поможет набрать хорошие просмотры этому ролику. Но важнее всего поделиться видео где угодно. Спасибо за просмотр и добра от топора.